Доброго времени суток. Сегодня попытаемся создать какой-нибудь простой проект, чтобы оттестировать его на мобильном устройстве. То есть создаем мобильное приложение и для начала просто отрабатываем связку, как вот при строении сайта вначале размещаем Hello World, да, просто чтобы увидеть его в интернете. Так вот сегодня мы хотим увидеть Hello World, но только на мобильном устройстве. И используем для этого гибридный язык, который одновременно будет один код работать сразу и на Android, и на айфонах. Окей. Если вы посмотрели блогеров, которые за 20 минут создают какое-то приложение, вы попробовали, у вас ничего не получилось, добро пожаловать ко мне на канал. После просмотра моих видео у вас все получится. Я делаю стримы. Чем стримы, которые я делаю, выгодно отличаются от инструкции. В инструкциях, когда люди показывают что-то, которые понимают, что делают, у них установлено все окружение, они выполняют все шаги в идеальных условиях, и у них все получается. А если вы пробуете сделать то же самое, у вас не то окружение, у вас не тот опыт, и у вас не получается. А смотря мои стримы, вы полностью поймете, что делать, в какой последовательности, какие ошибки возникают и как их бороть. Вы все увидите онлайн. Так что, если интересно, подписывайтесь, пожалуйста, ставьте палец вверх, пожалуйста, и начинаем. Так, для начала я захожу в GitHub и создаю новый репозиторий для нашего... Так, назовем... Выбрали название репозитория, выбираем, что он private, никому не виден. Никаких лицензий не надо, просто создаем. Копируем название, заходим в PageArm. Как устанавливать наше все окружение, мы показывали на канале Будни веб-код блогера. Плейлист, и вот здесь вот установка окружения, и все, что вот мы сейчас делаем, это все там описано. Не бойтесь, если что-то не знаете. Окей, git, клон, то есть мы там создали репозиторий, сейчас его сюда подтягиваем. Мы подтягиваем пустой репозиторий, в это окно, да, в это окно, доверять этому проекту, да, доверять этому проекту. Так, у меня запрашивает пароль. Do you want to add the following file to git main.py? Окей. Хорошо, пусть будет. Мы его запускаем, и он «Привет, PageArm», говорит. Нам Python интерпретатор не нужен, потому что мы будем кодить на React Native. Запускаем клауды. Да, доверять этой папке даем. Да, Sonnet. А то я испугался, что здесь Opus написан. Нет, Opus нам не нужен. Нам нужно больше чуть-чуть. Так, хорошо. Теперь мы возьмем из нашего какого-то проекта другого дизайн контракт с нами, чтобы он понимал, как с нами работать. Правой кнопкой открыть в Explorer. И я поднимаюсь на уровень вверх и захожу, допустим, в Fact Witness, Cloud Instruction и Project Design. Я копирую эти документы и захожу в новый документ сюда и
Они уже у нас здесь появились. Ctrl-Alt-Shift-A, по-моему, добавить их. Да, я их добавил к отслеживанию в Git. Так, хорошо. И сейчас уже будем работать с Cloud-кодом. Прочитай, пожалуйста, документы, которые находятся в корне. Cloud Instructions — это актуальный файл, тот, который необходимо соблюдать со мной в этом проекте. А Project Design начало актуально, а вот дальше уже там просто другой проект, то есть инструкцию, сколько там, первые 200 строк или сколько там, оставь, а остальное можешь стереть. Ну и подтверди, что ты понял, как со мной работать. А если вас интересуют вот эти вот файлы, то вы их можете скачать. Они есть в онлайне. Вы можете просто зайти на так, репозитории. Давайте сейчас попробуем открыть этот профиль через Ctrl-Shift-N в инкогнито и глянем, какие здесь есть у нас открытые. Так, 18 репозиториев. Ну и вот тут вот, допустим, Dance Checker, DUNS или YouTube студия автовыбор языка. Вот здесь вот вы можете глянуть вот эти файлы и просто скачать себе, чтобы вы не расстраивались, что у вас такого нет, у вас тоже такое есть. Do you want to make this edit? Прочитал оба файла, теперь удалю лишнее из... давай удали лишнее. Правда, он не показывает, что он хочет удалить. Так, это развернем на... в принципе, да. Window и развернуть на весь экран. Да, вот так вот совсем другое дело, намного удобнее. Так, с чистым началом. Так, Project Design. Здесь где-то... Убираем, как со мной работать. Смотрим. Структура файлов. Дальше все убирает. Хорошо. Применить. Так. Теперь сохраняю память о правилах работы с тобой. А мы пока что будем ему надиктовывать. Что хочу создать? Я хочу создать мобильное приложение. Что мы будем использовать? Мы будем использовать React Native. Потом мы будем использовать Expo для того, чтобы я просматривал эти файлы на своем мобильном телефоне. И для начала давай создадим просто любой проект, чтобы я его смог увидеть просто на своем мобильном телефоне. Давай там просто будет привет, приложение MVP с простым текстом, созданное и открыто на мобильном телефоне. Давай пусть будет вот это. Какая структура, какая архитектура для этого нужна, что ты предлагаешь? Так, готов работы. Он подтвердил, что он думай, спорь, планируй, делай, подтверждает, что принимает то, как работать со мной.
Так, сейчас посмотрю, правильно ли тут написал. Да, React Native хорошо, Expo, да, все супер. Хорошо, давай разберемся с архитектурой перед тем, как делать. Сначала вопросы. Текущая папка. Уже есть MainPy, Expo проект, куда создаем прямо сюда. И MainPy это отдельная вещь или в подпапку. MainPy это просто автоматически было создано. Я его не создавал, просто его удали. Это ответ на первый вопрос. Так, потом, что такое меня? Это приложение типа визитка обо мне или просто рабочее название, важно для понимания масштаба. Пока что еще это не актуально в плане текущей разработки. Масштаб, ну, я надеюсь, что это будет установлено на 200 тысяч мобильных устройств в Соединенных Штатах Америки. Дальше посмотрим. Так, если он спрашивает насчет масштаба, и Expo Go уже установлен на телефоне, или телефон iOS, или Android. Нет, Expo Go еще не установлен на телефоне, у меня Android. По архитектуре вот что предлагаю почему. Есть два варианта. Вариант 1 blank. Максимально просто. App.js, единая точка входа, assets, app.json, плюс 5 минут до запуска. Минус, как только появится второй экранчик, начнется боль с навигацией. Вариант Б, Expo Router, современный стандарт. App Layout, корневой layout, главный экран, переиспользуемые компоненты, assets, app.json, плюс файловая маршрутизация, как в Next.js, масштабируется без рефакторинга, минус. Чуть сложнее для первого запуска, но незначительно. Моя рекомендация Б. Expo Router. Вариант Б. Expo Router. Даже при MVP из одного экрана, потому что когда ты добавишь второй экран, придется переписывать навигацию с нуля. Это стандарт Expo SDK 50+. Что думаешь? Ответь на 3 вопроса, тогда составлю конкретный. Ну да, вроде бы ответили на все вопросы. Так, проверяю, запись ведется. Хорошо. Папку закрываем. Пусть будет остальное. Так, что у нас с интернетом? Я думаю, он быстрый. Сейчас проверим. Да, тут быстрый. 400 на закачку, 300 на отдачу. А если вообще на спид-тесте, то должно вообще показывать еще больше. Показывает меньше, хотя должен был показывать больше. Ну окей. Хорошо, возвращаемся в наш терминал. Отлично, масштаб 200к пользователей в США, учитывая это, влияет на выбор инструментов дальше. Yas Build вместо Expo Go для продакшена, но для старта все ок.
Вот план. Шаг 1. Удалить main.py. Шаг 2. Создать expo проект прямо в корне. npx create expo app latest. Template blank. TypeScript. Именно blank TypeScript, потому что дефолтный шаблон дает тонну лишнего кода. Табы, Explore, экраны и так далее. Мы получим чистую структуру. Меня app, layout, index, assets, app JSON, package JSON, tsconfig JSON. Поправить app index tsx, просто текст «Привет, это мое приложение». Шаг 4. Запустить npx expo start. Ты на телефоне установишь Play Google.com Store App Detail. Хорошо, это из Google Play. Я себе сохраню. Сохраню тут же. Новый, пусть файл будет какой-нибудь. Имя. Пусть будет info md. Да, добавить отслеживание. И просто сюда сохраним нашу ссылочку. Так, сканируешь QR-код из терминала, видишь приложение на экране. Одно уточнение. Команда npx create expo создает проект в текущей папке. Она спросит подтверждение, если папка не пустая. Просто ответишь yes. Утверждаешь план? Да. Delete main.py, да. Error код 1. По-другому команду, наверное, надо написать и все. Так. Теперь уже создает. Создать с пустым blank проектом. Так. Проверяет Node.js. Node.js не установлен на твоей машине. Без этого нельзя запустить ни npx, ни expo. Нужно сделать вручную 2 шага. Шаг 1. Установить Node.js. Открой PowerShell и выполни win-get install. Так сделай. Ты в терминале. Это любят искусственные интеллекты давать нам задания кожаным мешкам, в то время как сами находятся в терминале и могут все это сделать. Говорят, вручную зайди в терминал, введи команды. Если что, можно будет, конечно. Вот, вроде бы он сам все справился. Все устанавливается, от меня только пароль нужен. Надо вручную сделать 2 команды. Так, проверяет, доступно ли. Добавляет в пути, проверяет, где находится, куда установил, и чтобы оно уже запускалось просто по команде. Create expo project with blank TypeScript template. Да.
Create XP project with Node.js pass set. Не находит пути. Ага, он говорит, что да. Нужна пустая папка, чтобы создался проект успешно. Он переместил файлы, которые там были, MDH, временно в другое место. Contain simple expansion move item. Ну да, перемещает просто временно файлы в другую папку, чтобы освободить. Сейчас посмотрим. Где тут обновить? Вроде бы все на месте. А говорит, что удалил, не знаю. Ладно, читаем дальше. Проблема с экранированием переменных через bash PowerShell. Напишу скрипт, файл и выполню его. Так, у нас вроде бы ничего не спрашивает, но вроде бы я и не вижу, чтобы какой-то процесс происходил. Но эти файлы никуда не перемещены. Ну, можно вручную его, наверное, подстраховать. То есть, если уже было выявлено, что эти файлы мешают, то мы их просто отсюда уберем. Но новая temp is меня. Так, и сюда вставим, может быть, эта проблема была там. Он сказал, что это мешает, но удалить не смог. Никуда перенести не смог. Что от меня требуется? Открой новый терминал PowerShell или CMD. Важно новый, чтобы пас обновился, и запусти две команды. cd. Окей. Клауды. Мы откроем второй клауды. И копируем ему эту команду. Тут у нас получается два клауда тогда открыты, которые параллельно с разными сессиями. У них свой контекст. Вроде все правильно получается. Так. Ну, он сразу пытается все сделать, ловит ошибки, переписывает код, если не подходит, потому что, инструкция не идеальна, и она может не сработать. Run shell command. То есть он переписывает и меняет команду, чтобы она сработала. Вроде бы пошло.
А когда обратно вернемся, мы не сразу скажем, что все готово, а скажем «проверь». Проверь, все ли получилось. Так, куча тут всего нам посоздавалась. Готовый экспо-проект создан успешно. Скачаны и распакованы файлы шаблона Blank. TypeScript установлено 691 пакет. 0 уязвимости. Проект готов к работе. Продолжай. А здесь мы спросим, проверь, все ли получилось. Тут вот я между ними переключаюсь. Check git status to see what happened to MD files. Я их переместил вручную. Вернуть их. Да, верни их в корень проекта. Хорошо. Так, сейчас тогда эти файлы мы возвращаем в корень проекта. Готово. Так. Так, проект создан. Одно замечание. Шаблон Blank PlayScript не включает expo-роутер. Получил app.tsx вместо папки app. Для текущей цели просто увидеть на телефоне это ок. А expo-роутер добавим на следующем шаге перед реальной разработкой. Сейчас у меня app.tsx на простой экран. Я не до конца понимаю, что сейчас происходит. Объясни мне, с одной стороны, коротко, с другой стороны, так, чтобы я понял. Что ты меняешь и что ты предлагаешь мне внести, какие правки в проект? Он говорит, давай внесем такие-то правки, а какие, я не понимаю. Expo создает шаблон проекта. В файле app.tsx стоит заглушка с текстом open app.tsx to start working on your app. Это дефолтный текст шаблона. Что я предлагаю изменить? Заменить этот текст на «Привет», чтобы когда ты откроешь приложение на телефоне, видел что-то свое, а не шаблонную надпись «Более ничего не трогаю». Что нужно от тебя после этого? Открыть терминал папки проекта и запустить npx expo start. Это покажет QR-код, установить Expo Go на телефон, отсканируешь, видишь приложение. Разрешаешь? Да.
Ой, ну, в смысле, да. Так, этот Клауды, наверное, справился. Спасибо. Все ок. И закрываем его. Готово. Теперь два шага. Установи и открой новый терминал в папке проекта и запусти. Ну окей. Вот новый терминал и запускаем. Нет. Запустим Клауды и скормим ему эту команду. Пусть он ее правильно запустит. Да. NPX не найден в bash окружении. Это Windows окружение, и NPX доступен только через PowerShell или CMD. Запусти команду. А ты где? Ну да. Решение набери прямо здесь. Cloud Code, npx expo start, символ выполнит команду в твоем нативном терминале. Если Node.js в принципе установлен, он неправильно как-то внесен в пути, то, может быть, просто пропиши пути сейчас один раз для того, чтобы в будущем уже просто запускать команду, и она срабатывала, а не каждый раз использовать какие-то костыли. Как тебе такая идея? Так, предлагаем. Он нас посылает через какое-то... Хорошая идея. Конечно. Он нам предлагал постоянно вот так вот как-то заходить. Криво, косо. Versions, окей. Так. Теперь уже пробуем по прямому зайти. Разрешить. Вводим пароль администратора. И без костылей. Ну, это хорошо, да. Я уже забыл, какую команду надо копировать, вставить. Он тоже забыл, что мы с этого начинали, что надо было запустить 2 строки. Хорошо, что мы через клауды делаем. Так, порт 8081 Zion, скорее всего, это предыдущий запуск в фоне. Убью старый процесс и запущу заново. Вот как хорошо работать через Cloud Code, а не просто выполнить 2 команды через терминал. У нас бы ничего не получилось. А так получается. Так, он убил старый процесс и перезапускает его. Проверяет порт 8081 на локалке. Как я понимаю, здесь должен появиться какой-то QR-код. Так, метро бандлер запущен на
порте 8081. Expo работает в фоне. Открой Expo Go на телефоне и нажми Android эмулятор, iOS симулятор, W браузер. Но для интерактивных команд нужен реальный терминал. Запусти там NPX и видишь QR-код. Разве ты не в терминале? Я в баш, но без TTU нет интерактивного режима. Это значит, запускать команды могу, видеть QR-код и отвечать на нажатие клавиш не могу. Expo уже запущен в фоне. Что для тебя нужно сделать? Дальше открыть на телефоне эмулятор или в браузере. На Android и должен быть QR-код какой-то. Так, QR-код не отображается именно из-за отсутствия TTU. Expo рендерит QR только в интерактивном терминале. Решение открой PowerShell или CMD запустить там. Окей. Так он сейчас запущен. А должен ли он продолжать быть запущен? То есть не будет ли конфликта, что уже порт занят? Как с этим быть? То есть нужно ли убить прошлый процесс? Или запустив эти команды, все сработает? Сейчас занят фоновым процессом, нужно его убить перед запуском терминала. Ну, так. Что ж ты не подсказываешь, искусственный интеллект? Убит, теперь открой PowerShell и запускай команды. Окей, наверное, вот тыкаем. PowerShell правой кнопкой. А где здесь выбрать через админа? Да. Запустить через администратора. И запускаем наши команды. Так, это мы просто сменили папку. Наверное, тут надо запустить тоже клауды. И сказать ему это сделать. Сканирует вообще, что там находится. И пытается запустить эту команду. Так, ну, допустим, Android. Кстати, надо было там просто попробовать нажать и все. Так, он что-то останавливает, что-то запускает. Он остановил, чтобы запустить для андроида с флагом андроида. Перезапускает. Теперь запускает именно для андроида. Должен появиться какой-то QR-код, который надо сосканировать.
Так, Android SDK missing, not found. Мне кажется, что у нас установлен Android Studio, и ты знаешь, у меня установлен Android Studio. Ты можешь найти там то, что ты ищешь, скорее всего. Давай пообщаемся, если там то, что ты ищешь. И зачем тебе Android SDK на компьютере в случае, если мы используем ExpoGo, где должен появиться QR-код, и я его при помощи мобильного телефона должен сосканировать? А ты точно делаешь все правильно? Да, давайте будем у него уточнять. Так, он пишет уже ExpoGo app on your phone, just scan the QR code and picks Expo Start Web. Some error as before, not found. Note it's looking under the profile. Do you have Android Studio installed under different user allocation? If so, set the Android home environment variable to point to the USDK pass and Android home to pass. Otherwise, the quickest alternative. Ну так мы ж ExpoGo как раз и хотим делать. Мы изначально ему это и написали. Expo Start. Он, получается, делал что-то совсем другое. Вот, да. Когда не дочитываешь до конца или не хватает квалификации проверить искусственный интеллект, тот он и начинает что-нибудь чудить свое. Метро запущен на 8081. QR-код отображается прямо в терминале. Открой терминал PayCharm. Там должен быть QR-код. Отсканируй его через ExpoGo на телефоне. Убедись, что телефон и компьютер в одной Wi-Fi сети. А почему он должен появиться здесь? Cloud-код в PayCharm говорит мне, что я должен открыть именно CMD с администратором, то есть вот там, где ты сейчас находишься, и здесь у меня должен появиться QR-код. Если мы там ничего не запускали, то почему там должен появиться QR-код? QR-код должен появиться здесь. Сделай, пожалуйста, чтобы он появился здесь. Вот, начинают перекидывать ответственность. Один искусственный интеллект на второй искусственный интеллект. Умные юлят. Не до конца хотят работать. Проверяет Wi-Fi сеть зачем-то. Так, в приложении ExpoGo нужно ввести вручную либо сам в CMD от администратора. Я не понимаю, ты умный клауд-код, искусственный интеллект, ты находишься в CMD, ты мне даешь какие-то задания для того, чтобы я ввел там, где ты сам находишься. Почему ты это сам не сделаешь?
Ты прав, извини, я уже запустил npx expo start метро, работает на порту 8081. Проблема не в том, что я не хочу, QR-код физически нельзя отобразить в этом чате. Он рисуется специальным символом терминала TTU, который в текстовом чате Cloud Code просто не отображается. Они будут выглядеть как мусор. Но метро уже запущен, тебе... И введи экспо. Ага, то есть получается... Окей, хорошо. То есть все, что мы в QR-коде должны были считать, это был бы текст, где в локалке необходимо открыть наше приложение. Ну, окей, хорошо. Тогда здесь оставляю все запущенным и прекращаю трансляцию меня и начинаю пытаться сделать установку приложения. Так, вроде бы это подходящее приложение, которое нужно установить. Если тыкнуть сюда, то скажет: сосканируйте код или введите URL вручную. Это подтверждает как раз то, что здесь нас не обманывают и дали действительно просто ссылку. Окей. Устанавливаем. Открываем. И пытаемся ввести... даже уже подсказка была. 192 это значит локалка. 168.1, 166 и наш порт 8081. Connect. Ну вот, название приложения у нас есть. Ага, привет, MVP работает. Ну, супер. То есть что-то мы уже создали, и дальше это можно развивать в что-то более сложное. Сегодня мы создали первый экран мобильного приложения, написанного на React Native, которое будет одинаково хорошо работать на Android и на iOS. Профессионалы скажут, что будет одинаково плохо работать, потому что лучше писать на родных языках Kotlin для Android и Swift для iOS. Но если Instagram был создан на React Native и стал популярным, то мы точно можем тоже использовать гибридные языки для создания нашего проекта и дальше уже его развивать и усложнять. Если вы досмотрели до этого момента, то вы настойчивый человек, значит, нам с вами по пути. Пожалуйста, подписывайтесь, пожалуйста, ставьте палец вверх. И финансового вам благополучия, пусть все получается.